Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет о изменениях, которые произошли в последнем обновлении. Начнем мы с башни мастерства. Здесь нам добавили ряд улучшений, которые можно прокачать. Одно из них это увеличение нагрузки А-ранга. Ну и эта прокачка данного улучшения эффективна тем, кто уже все прокачал. Но игрокам, которые не так давно начали играть и у которых еще много чего качать, я думаю, не пригодится на данный момент. Появились такие вот улучшения уже на питомцев на наших. Увеличение урона умений наших зверей. Соответственно, если вы играете атакующими питомцами, да, такими как Кирин, там Кракен, вот, соответственно, это вам очень пригодится. Есть смысл прокачать, чтобы ваш питомец наносил больше урона. Вот, если же вы играете питомцами, которые не наносят урон, да, типа лиса или там короля драконов, соответственно, вам лучше прокачать уменьшение урона от питомцев, да, то есть эти два навыка, в принципе, прокачать, они друг друга нивелируют, соответственно, в будущем нужно качать оба. Для того, чтобы самому наносить урона больше и получать меньше, потому что не все же прокачивают с одинаковой скоростью, поэтому качать нужно оба. Два других новых навыка, это касается увеличения эффекта лечения у героев. Но таких героев не так много в игре, поэтому если у вас нету героев типа Архангела или Ворона, да, то прокачивать усиление я бы вам не рекомендовал, потому что оно вам ничего не даст. А вот прокачивать снижение эффекта стоит, особенно если у вас там в соперниках или Арх, или же Доктор. В принципе, эти герои сейчас очень популярны, и прокачать, ну, как бы, я бы рекомендовал, да, то есть в первую очередь, например, снижение от зверя и снижение эффекта лечения, то есть чтобы увеличить ваши оборонительные способности ваших героев. Также еще добавили нам возможность увеличить нашу мобилизацию. Это актуально будет для тех игроков, которые именно ее создают, которые собрали скины себе на мобилизацию, именно их заводят. Ну, в принципе, пригодится и тем, кто заводит на дома, потому что сейчас тоже мобилизации очень требует много места, потому что герои стали очень жирными. Раньше были 5 по 6 миллионов, сейчас 8, 9 и 10 миллионов есть, поэтому если к вам 10 человек зайдут, даже с Е-ранком, ну, мобилизация должна быть очень большой, чтобы туда все поместились, даже при походе на домики. Поэтому, когда у вас появляются свободные очки, прокачать, в принципе, было бы неплохо. Потому что много сейчас разных ивентов, да, где это пригодится. В той же Укромке, в Чуде, да, то есть создавать топы ходят, например, отдельно, вы можете создать мобилизацию на какое-то более слабое боечудо и там сразиться, чтобы туда тоже могло влезть как можно больше игроков. В принципе, довольно-таки полезное изучение, изменение. Так, дальше у нас было добавлено 2 сокровища. Первое сокровище мы можем получить в Чуде. Чудо начнется через несколько дней, поэтому какие там условия и требования будут, мы скоро узнаем. Это сокровище дает нам возможность увеличить урон, наносимый навыками героя. То есть, если вы играете ультующими героями, сокровище вам пригодится. Вот. Если же у вас, например, персонаж заточен исключительно на боевые навыки, да, то есть у вас там стоят камни атакующие, там увеличивающие атаку, соответственно, у вас навыки, таланты стоят там на силу, на снижение жизни, то увеличивать ульту в принципе особо нет смысла, да, лучше качать другие сокровища, которые вам помогут с уроном или там теми же жизнями. Те же игроки, которые играют именно через ульту, это сокровище пригодится. Второе сокровище, его можно раздобыть с дракона. Оно уменьшает урон навыка вражеского зверя, да, то есть можно прокачать снижение навыка в этом самом в башне, и здесь точно так же можно прокачать снижение навыка. Опять же, здесь не написано, какого навыка, возможно, это будет снижать все навыки на 20%. Было бы очень интересно, да, то есть мы будем снижать сопернику те навыки, которые ставили на силу, на удачу, там, мораль. Но это мы сможем узнать только когда сокровища получим, протестируем. На данный момент пока вот немножко предполагаем. Получить его можно будет, покрутив рулетку злого дракона в выходные. Соответственно,
Нужно посмотреть, сколько там будет фрагов. Возможно, это будет очень выгодно в том плане, чтобы как можно быстрее прокачать это сокровище, и потом, крутив злого дракона, получать оттуда фраги и менять их на золотые фраги, которые нужны для прокачки других сокровищ. Тоже будет такая вот возможность ускорить прокачку других сокровищ, прокачав это. Вот. Также было изменение в ветке зверей. Это коснулось гидру и крылья смерти. Ветки талантов, да, были добавлены. Физическая. И в гидре были добавлена тоже ветка, изменена. Насколько это будет эффектно, мы сможем узнать в ближайшем будущем, когда те игроки, которые играли этими питомцами, смогут поделиться с нами своими впечатлениями. Но я не думаю, что эти изменения прям кардинально внесут какой-то дисбаланс или еще что-то. Просто добавили возможность прокачать навыки, да, дополнительные. Опять же, это все касается тех игроков, у которых много камней дополнительных, и они могут туда их вставить. Изменения произошли у нас на YouTube канале. У нас будут в некоторых видео появляться коды с подарками, да. Чтобы получить этот код, достаточно просто смотреть первым видео, увидели код, ввели его в игре, получили небольшие призы. Количество кодов будет ограничено. Для того, чтобы его получить с большей вероятностью, вам нужно будет подписаться на канал, нажать на колокольчик, тогда вам будет приходить уведомление о том, что видео на канале вышло, вы его посмотрели и получили этот приз. Вот такие вот небольшие бонусы будут. Из отрицательного, да, что произошло в игре, это в первую очередь, на мой взгляд, это то, что некоторые скины нельзя теперь дарить. Особенно, которые вот были в покере, очень популярно, многие выполняли задания, соответственно, и дарили друг другу скины. Также были варианты, когда игроки, которые чуть послабее, крутили у себя в злом драконе, да, и дарили своим топам. Постоянное декодирование. Сейчас этого сделать нельзя. Вот, если вы с этим не согласны, пожалуйста, в комментариях конструктивно напишите критику, да, не просто там ругательство, потому что такие комментарии, в принципе, разработчики не читают, не воспринимают. Если вы напишите конструктивное недовольство или то, как выйти из этой ситуации, я думаю, с вашим мнением будут считаться, к нему прислушаются. Такие вот произошли изменения в нашей игре в этот четверг. На этом все. Всем спасибо.